Катрин Денев: жена никогда не станет для мужчины центром вселенной один. О себе я действую. Я не из тех, кто будет сидеть в сторонке и анализировать то, что уже в прошлом. Я всегда иду вперед. Если я приняла решение, отговаривать меня бессмысленно. Хотя потом я могу и передумать. Мне повезло, я унаследовала от мамы потрясающие гены. И поэтому старею красиво и разум не теряю. Я часто не заканчиваю фразы. Мне все время хочется, чтобы меня поняли с полуслова. Я не боюсь возраста. По-настоящему страшно стать скучной, вечно сердитой и озлобленной на всех вокруг. К тому же ушедшие годы – это опыт, мудрость и трезвый взгляд на все происходящее в жизни. Я не могу быть всегда в распоряжении всех и вся, это невозможно. Человек никогда не может удовлетворить все ожидания других людей, как бы ему этого не хотелось. Два. О работе в кино спрашивать себя, какое значение имела та или иная роль в моей карьере или моей судьбе, это не для меня. Когда фильм снят, он принадлежит тем, кто его смотрит, кому он понравится или не понравится. Это уже не моя история, так что можно спокойно его отпустить. В кино невозможно контролировать каждую мелочь. Там все слишком сильно зависит от удачи, случая, встречи. Мне нравится, когда мною руководят на съемочной площадке. Есть актеры, любящие слишком сильно вкладываться в игру, и их надо постоянно сдерживать. Я из тех, кто скорее склонен вкладываться поменьше, так что надо, чтобы мной руководили люди, которым я доверяю и которые поведут меня дальше. Моя старшая сестра Франсуаза была настоящей актрисой. Она училась театральному искусству, а я нет. Я пошла по ее стопам только потому, что она настояла, чтобы мы снялись вместе. Иначе не думаю, что я удержалась бы на этом пути. Я была против актерской карьеры детей. Но тут они оба оказались даже более упрямыми, чем я. Да и гены их родителей, наверное, имели значение. В общем, я смирилась с их выбором. Три. О семье. Когда живешь в многодетной семье, надо уметь запирать дверь на 2 оборота, чтобы иметь свой собственный мир. Иначе к тебе все время будут стучаться. Мне никогда не нужно было бороться за свободу. Родители мне ничего не запрещали. В 16 я с их согласия ушла из дома, и у меня началась профессиональная и личная жизнь. Самая сильная связь, которая у меня есть, с моей дочерью Кьярой. Не только потому,
что она выбрала ту же профессию. Это еще и вопрос характера. Мы с ней очень близки. Моей матери 106 лет. Она живет в Париже, рядом со мной, но совсем одна, потому что ей нравится быть независимой. Она невероятная, у нее ясный ум, и она всегда обыгрывает меня в бридж. Я все еще чувствую себя дочерью. Это большая удача. С годами это ценишь все больше. 4. О любви и браке я знаю людей, состоящих в браке множество лет. И восхищаюсь теми парами, которые сохраняют отличные отношения. Так что это вовсе не вопрос веры, это вопрос правильного выбора. Потому что только в этом случае брак работает. Мужчины и женщины любят по-разному. Для женщины любовь – главное. А мужчина может быть влюблен и даже может жениться, но все равно жена никогда не станет для него центром вселенной. Я выходила замуж в черном платье. У мужа тоже был совсем не торжественный вид, а его шафером был Мик Джаггер. Можете себе представить, сколько романтики. Жены обычно стараются всем угодить, украсить жизнь мужа, детей, друзей, дом, сад и изредка радоваться своим маленьким радостям. Но если неожиданно появляется реальная возможность жить иначе, многие женщины не хотят ее упускать. Когда я слышу в церкви слова «быть вместе в радости и в горе», и только смерть разлучит вас, то думаю, зачем это словоблудие, если уже завтра можно взять и развестись? Катрин Денев, жизненные уроки.